такое что-то. Ну, только чтоб петь умел человек, вот типа ты. Ну что, мои дорогие, всем привет, с вами я, Карина, и это новый выпуск полуфинала Silkway Star, дорогие мои. Значит, запаситесь сразу кофеечком, нас с вами ждет примерно 2 часа увлекательного путешествия, я сегодня на роковом, решила немножечко для вас принарядиться, да, вот, ну, чтобы уж не совсем по-домашнему. Хотя кроме лица по факту ничего не изменилось и прически. Все остальное домашнее. Та же самая кухня, мы здесь с вами. И в общем, поехали. Значит, у нас сегодня день посвящен тому, что участники будут исполнять песни своей страны в дуэте с казахским исполнителем. Спасибо большое, Айнур, за, значит, перевод. У меня теперь, наконец-то, опять есть титры для меня созданы, ну, чтобы быть в материале. Кажется, что для полуфинала как будто я могу что-то важное упустить, вот, но в любом случае я буду туда подглядывать, да, чтобы понимать немножечко контекст. Значит, тема: участники исполняют песни своей страны в дуэте с казахским исполнителем. Ага, я вот думала о том, что было бы здорово еще как бы участников, ну, как бы, то есть звезд из других стран тоже привлекать, но это, конечно, сложнее по продакшену и, возможно, не так соответствует целям конкурса, конечно, да, но в целом исполняют песни своей страны, это уже сильно лучше. Я думала, они будут петь опять все казахские песни, потому что я пролистывала сторизы в аккаунте конкурса, значит, я почему-то подумала, что, значит, будут именно, ну, как бы какие-то казахские песни. Я это все так вот бегом промотала, просто стараюсь себе не проспойлерить максимально этот конкурс, чтобы с вами здесь давать ту самую первую реакцию. Значит, что у нас, значит, по факту? Права вето нет, уже все его использовали. В финал выходит 7 участников. В финале новые правила голосования. Голосуют жюри и зрители. Итоговые баллы за предыдущие этапы обнуляются. Угу. То есть, я поняла. То есть все баллы, которые были набраны, они в ноль, и потом на финале заново голосование, да? Пу-пу-пу. Даже не знаю, как это прокомментировать. Наверное, это странно. Ну, то есть, тебе баллы позволяли выйти в полуфинал и в финал. Но там 7 человек. То есть заново полностью все голосование. Ну, странная история. Странная история. Плюс ко всему, я так понимаю, что, значит, у меня есть некая информация, да, что, значит, страна не может голосовать за своего участника. То есть, грубо говоря, это человек-сосед, знакомьтесь. Он как раз пришел, когда я решила записывать ролик. Человек-сосед. Значит, то есть, в общем, грубо говоря, если ты из Армении, ты не можешь голосовать за Саро, да, если ты из Грузии, не можешь за Автандила, и так далее, и так далее, и так далее. Ну, как бы, ситуация неоднозначная всегда, плюс с учетом того, что обнуляются баллы, а как громко. А почему сейчас? Значит, слушайте, меня это может, конечно, сбивать, и вас-то, я думаю, как может сбивать. Ну, короче, я просто всегда, вот эта история с обнулением баллов к финалу, может быть такое, что, ну, во-первых, накрутки, боты, да, мы все это можем ожидать, мы знаем, как это работает обычно. Ну, если с умом подходить к этому делу, да, то накрутить себя, да, можно все что угодно. Ну, например, на том же Евровидении, да, тоже ты, как вот участник страны, не можешь, да, голосовать за своего участника. Но есть же VPN, опять же, да. Очень странная история, такая обтекаемая. Я, если честно, вот в углублении, как бы, вот как правильно голосовать и как лучше сделать, не знаю, но, конечно, дабы сохранить интригу к финалу, баллы обнуляются, для интриги это хорошо, но это как будто бы обесценивает твой опыт предыдущий. То есть, знаете, например, что иногда бывает, ну, не показывают итоговую, например, какую-то историю, да, чтобы у людей не было понимания, там, кто выигрывает, кто проигрывает, да, и потом к концу показывают, кто победил. Ну, в общем-то, вот эта вот история с тем, что весь конкурс сражался, набирал баллы, а потом, типа, все сначала, ну, там сильно легче все сделать, если честно. Вот так вот, я думаю. Какая-то странная история. Мне кажется, это не очень хорошая вещь.
Но в любом случае, значит, конечно, главное, что стоит сказать, что Саро, что Ясмин, что Мишель, да, что Авто, что Мадина Бону, да, это, ну, как бы, вроде никого не забыла, мы с вами пятерку выбирали, да, в целом, кто бы из них не стал вот победителем, это будет все равно хороший результат достаточно, потому что, ну, они все поющие, конкурсные, классные ребята. В целом мне так обидно не будет, да, как вот когда мы с вами смотрели «Царицу», «Беги, Мани» дали место, ну, то там были вопросы, потому что был очевидный победитель, его не выбрали, да. Здесь как бы очевидного победителя по факту, ну, как бы нет, есть действительно там тройка сильнейших, и вот кто-то из них должен взять первое место. Единственное, что мне кажется, что Мадину немножечко как-то стараются удержать, потому что репертуар, который ей дают, значит, он не очень конкурсный. Вы мне можете 10 раз писать о том, что, значит, Мадина сама себе выбирает песню, и вообще, что участники сами себе выбирают песню. Но, дорогие мои, если вы говорите о том, что вы же мне параллельно пишете о том, что это международный конкурс, да, что это вот не Шарашкина контора, ла-ла-ла, ну, значит, давайте это так и судить. Если это международный конкурс, там есть музыкальные редакторы, да. И нет такого, что ты пришел, просто принес сам себе песню любую, как хочешь, и такие, да, погнали. Нет. Там всегда есть выбор, там всегда есть условия, предложения, то, что, на что ты можешь повлиять, на что ты не можешь повлиять, и все остальное. Поэтому тоже давайте без детского сада. Значит, это у нас не клуб «Ромашка», да, где вот полное фривольство на конкурсе происходит. Такого, конечно, нет. Вот, поэтому это единственный момент, который вот меня из видимых пока что смущает, да, помимо того, что Авто проблемы, да, со здоровьем, именно с кормильцем, да, всю эту историю идут, да, Мишель чуть-чуть занижают, ой, ну да, кстати, Мишель, да, я правильно сказала, ее вот последний раз, что оценки, конечно, поставили просто потрясающие, хотя песня-то не из Евровидения была в итоге, да, Майкла Джексона. Значит, Мадину занижают уже, в принципе, не первый раз, это я уже видела достаточно часто. Ну и вот дальше уже посмотрим, как что будет. Да, такая вот какая-то история. Значит, давайте смотреть. Первый у нас поет, значит, Мишель. Дуэт Мишель и Аз. Песня Bad Blood. Автор Мишель. Вот это неплохо. А вот это неплохо. То есть это ее собственная песня, да, получается? Дорогие мои, ну мы это смотрим. Ладно, все, поехали, да, начинаем смотреть. 7 минут болтовни моей. Я думаю, терпимо. Переходим сразу к выступлению. Что-то красивое будет у нас. Так, ну что, поехали. You hit your breath, I'm not the tired of it, you're behind it. Chama bota stam gishbach for it's a war again. Nani mit goes or to spend it there. Chama ding the way the giant you just made there. No love talk, this con was different. That blue note on thinking it's a good show. No one can be enough for me, but you matter one for me. Whoa, je te basi, on the colon that get a big and dancing. Shouldn't be
빛난 우리 반 빛난 우리들의 반 우리들의 한 우리들의 반 눈빛을 감지 얼굴은 날라 Примочка вылезла откуда? 우주 힘 dance yeah All my ladies in the dance come on woo What's your goal and get me there come on Мишель Джозеф, Жанейзи! Слушайте, ну, я в любом случае поощряю все творчество, которое связано с самим артистом. Если ты его продукт, это просто прекрасно и супер. Отличная открывашка, классное начало. Конечно, она была в лидирующей позиции, так скажем, да, наш дорогой Аз, да, его зовут, как правильно сказать, Аз, да, наверное. Ну, короче, в общем, он, конечно, так это, да, ну все равно для стиля хорошо. Скр, вот эти все штуки. Я как бабка, знаете, конечно, всегда, ну, мне нравится, я люблю такое. Забойно получилось, классная открывашка. Просто прекрасно. Значит, у нас там житель из Казахстана говорит, что он доволен творчеством ее, да. Так, нечасто мы слышим такую музыку. И монгольский был, и английский, и казахский языки. Это все классно, действительно. Ну, короче, они довольны, все супер, да. Ну, давайте смотреть тогда оценки, дорогие мои. Керемет. Что ж. Құрметті төреші. Так, смотрим оценочки. Так, вот они пошли, оценочки. Уже вижу. 10 ұпай. Түркменстан. Подождите, Казахстан, что поставил? Ал енді дауыс беру басталсын. Қазақстан. Да. Что, 12 понравилось? 10 ұпай. 10. Түркменстан. Түркменстан. 12 ұпай. Оңтүстік Корея. Что, обрезали чуть-чуть? 12. Тәжікстан. Тәжікстан. 10. Малайзия. Он екі ұпай. Қырғызстан. Ну, 12 ұпай. господи. Өзбекстан. Пока выведут эти цифры, 300 лет пройдет. 10 ұпай. Армения. Армения 10 ұпай. моя. Грузия. 10 ұпай. Қытай. Мне кажется, взгляд у Аз такой, знаете, типа... 10 ұпай. Және Әзербайжан. Да, я понял. 10 ұпай. Рахмет, дауыс беру аяқталды. Слушайте, мне кажется, конечно, очень низкий балл для Мишель, в том смысле, что, мне кажется, она самый комфортный участник, самый трудяга, с которым, как говорится, вообще нет проблем, понимаете? Она вот все старается вытащить, всегда старается быть в настроении, не было такого, что она в каком-то там, знаете, отчаянии или еще что-то. Ну, низковатые баллы, конечно. За свое творчество, конечно, маловато. Что-то зажимают, чувствуется, да? Легкий зажим чувствуется. Мне кажется, маловато. Можно было побольше 12 поставить. Тем более, когда своя песня. Блин, ну я не понимаю, ну что такого-то? Ладно, давайте дальше. Ясмин. Так, значит, Ясмин поет у нас Смона Songs. Песня Косонг. А мне кажется, я ее слышала, кстати. Давайте смотреть. Так, ну Мишель, конечно, заслуживает быть в финале. Тут базар-ара, как говорится. Базар-ара. Значит... Что опять на стильном у нас тут будет. Ой, Мишель какая-то красивая. Вау. So hot. So hot. Так, ладно. Coming on 갓 디레고
Ini jadi dusta, bukan hanya kamu yang menderita. Segala kata cacian yang telah engkau berikan membuatku rasa kosong, kosong. Setiap detik diperhatikan, ku cari-cari putar balikan, menjadikan diriku kosong, kosong. Kau mencari diriku bila kau rasa perlu dan memutar kataku seperti kau meminta. Bila tiba masanya agar kau kenal ku siapa. Terlalu lama kau pendam kisah yang sebenar. Segala kata cacian yang telah engkau berikan membuatku rasa kosong, kosong. Setiap detik diperhatikan, ku cari-cari putar balikan, ku jadikan diriku kosong, kosong. Kosong, kosong. Aku kira bagaimana aku menata, tapi bila aku coba bercerita hati aku, kau pergi menjanji aku. Tapi kita takkan pernah berhenti memisah. Jariku kuat berdaya dan takkan lagi ku biarkan segala kata cacian yang telah engkau berikan membuatku rasa kosong, kosong. Да, дорогие мои, знаете, вот если Измин возьмет первое место, я скажу, что это был справедливый конкурс, потому что она, конечно, абсолютно полностью заслуживает победы. Вот. Я так думаю, что вот, ну, вот она моя фаворитка, и Мадина Бону мои фаворитки, две девчонки. Простите, парни, просто очень крепкие. Ну, Измин очень крепкая, давайте сейчас про нее. Конечно, это вокально-выигрышный номер очень классный, да, например, вот у Мишель в начале, ну, там рэп, как бы это всегда, а тут как бы такой формат лирики, да, с поющим напарником, да. Для вокального конкурса это, конечно, такая более подходящая история. Меньше шоу, больше про вокал, да. Вот, у Мишель именно такая движуха, потанцевать, очень классно для открывашки, да, но с вокальной стороны там, конечно, ну, всегда хорошо, когда у тебя на вокальном конкурсе, ну, не рэпер с тобой в дуэте, а поющий человек. Тут же тоже как бы это такая вот условность, да, то есть тоже как им вот этих партнеров выдавали, как они там выбирали, очень интересно этот момент, конечно, узнать. Ну, конечно, поющий коллега сильно больше и лучше, и усилит точно твой номер. Ну, может, конечно, иногда испортить, но, в общем, в данном случае он усилил ее номер. И, конечно, это получилось вокально очень красиво, очень понятно для всех, для многих. У нас такие форматы очень любят, они не новые. Лирика романтичная, такая, когда супер поющая классная девчонка. Вот у нас, типа, были в свое время там Астикарти, такие вот ребята, да. Ну, короче, это таких проектов очень много, да. Вот это прям такая формула успеха, очень хорошая. Да? Всем все понятно, Измин поющий, какой у нее интересный тембр, дорогие мои, она джазовая вообще вся такая, такой интересный тембр вообще тоже, обалденный, вот она вот одна из моих фавориток, если честно, я просто долго думала, вот кто мне больше нравится по душе, Мишель или Измин, вот вокально для меня интереснее Измин, да, это не к тому, что Мишель хуже, да, просто вокал интересней. Ну вот природой так получается, понимаете? Я вот как-то за природу все время сужу, и вот на нее смотрю. И техники хватает у нее при этом, да, то есть она какая техничная девушка, я умоляю, да.
Ну вот, я желаю ей всяческих побед, конечно. Она в этом смысле молодец, конечно. Видите, я понимаю, как может быть обидно другим участникам слушать такие мои комментарии, но как бы я и сама тоже с ними сталкивалась не раз. Я прекрасно понимаю, где природа кому что дала. И это как бы тот момент, на который ты никак повлиять не можешь. Вот, ну, мне, например, тоже природа не дала какой-то супер, какой-то голос, да, то есть у меня тембр запоминающийся, я про себя это знаю, я себя услышу везде, я, в принципе, запоминаюсь, но вот чтобы я там вытворяла какие-то вот такие пируэты, которые ребята творят на конкурсах, ну, конечно, нет, то есть я ансамблист при этом, вот, я вот человек ансамбля больше, да, соло как бы, ну, мне пришлось идти в ресторан работать, петь, я там распелась до сольных, до каких-то вещей, но это, опять же, ничего, как говорится, серьезного, ну, на самом деле, я же объективно, я же понимаю умом своим, да, что как бы вот. При этом тембр у меня интересный, типа, то есть он запоминается, но у меня не хватает техники, например, в каких-то вещах, как у Ясмин, например, ну, я умоляю, на этим всю жизнь занимается просто, понимаете, поэтому, что говорить, короче, природа дело такое, меня тут за это не наругаешь особо, мы же все понимаем, что кому-то Бог дает одно, кому-то другое, и каждый уже потом выбирает для себя, ну, вот я вот для себя выбираю. Тембрально мне вот очень нравится Ясмин и Мадина Бону. Два тембра, которые меня очень интересно покорили. И еще тембр Автандила меня покорил, потому что он тоже интересный. Это вот как бы три таких вот интересных для меня вокалиста. Вот так вот. В общем, если кто-то из них будет в победителях, я не расстроюсь, да. Ну, вообще, я не расстроюсь ни за кого, они тут все поющие, да. Вопрос просто, кто сильней. Но просто Ясмин, она прям очень крепкая. Она прям крепкая. Такая более фермачка, более универсальная, что ли. Понимаете? Мне кажется, что вот ей должны первое место дать. Хотя вот и Мишель, и Автодил для меня тоже тембрально очень интересные. Ой, господи, Мадина Бону. Да, и Автодил тоже для меня интересно. Но я умом понимаю, что Ясмин просто очень универсальна. У нее и тембр интересный такой. И вот, ну, вот я, короче, думаю, что вот она. Ну, объективно так вот, если по заслугам таким, вот мне кажется, как будто вот у нее должна быть эта история. Такие дела. Я что-то так думаю. Интересная, очень интересная. Ладно, посмотрим сейчас, что дальше будет. Я, конечно, зарекаться не буду, но в целом, я говорю, меня ничто не расстроит, в смысле, что, блин, всем победа реально. Это не когда конкурс, там, что домохозяйки поют, и поющие домохозяйки не дают первое место. Вот там, конечно, у меня горела звезда просто. А здесь как-то, ну, в принципе, не это, ни за кого обидно не будет. Чисто вот по заслугам кажется, что Ясмин, вот так вот, по данным природным, да. Так, в общем, если пожелали счастья, я так понимаю, что, короче, все там рады, здоровы, в общем, там ничего такого критичного мы из комментариев все не подцепим. Давайте смотреть на оценки сразу. Ну, видите, конечно, напарник большое дело. Опайларын білсек, Қазақстан. Конечно, большое дело напарник, большое дело. Ане, 10 ұпай. Рахмет, Түркменстан. 10 ұпай. Оңтүстік Корея. 10 ұпай. Тәжікстан. 10 ұпай. Қырғызстан. Мало. 12 ұпай. Өзбекстан. 10 ұпай. Армения. А что не так, ё-моё? Где все 12, я не понимаю. Он Они будут упал. когда-нибудь? Или это Грузия. мало? 10 ұпай. Рахмет. Қытай. 12 ұпай. Вы знаете, такое ощущение, как, ну, блин, он вот этот товарищ китайский жир, мне, ну, это очень приятный, конечно, стал. Мне кажется, что вот как... Ладно, неважно, давайте. Рахмет. Какая мне разница? Монголия. 10 ұпай. Және Әзербайжан. 10 ұпай. Рахмет. Дауыс бер.
маловато, должно было быть больше. Слушайте, я просто вот анализирую, тоже сама себя все смотрю. Ну вот она должна, конечно, среди. Либо она, либо Мадина. Должны быть в начале. Ну, короче, один из победителей. Ничего не могу поделать. Девчонки очень крепкие, слушайте. Ну, поэтому, парни, не обижайтесь. Не обижайтесь. Вы, конечно, красавчики, всегда перетягиваете на себя все наше внимание женское. Вот. А кто это все смотрит? Конечно, мы. Поэтому, ну, за девчонок я такая, давайте, girls power, короче. Так, значит, дальше у нас участник из Китая, плюс, значит, Жорканай Ханаим. Песня, вау, ну, короче, что-то на китайском. Сан-чан или что, наверное, так. В общем, не понимаю. Не понимаю, простите, если неправильно прочитала. Давайте смотреть выступление. Кстати, китайскую песню выучить. Что за красавица тут, я умоляю. Наконец-то у китайцев будет лиричная песня. Вот простите, почему надо добавлять вот здесь хрипотцу? Он же так красиво начал. Здесь же можно было как раз вот вокал свой показать. И он переходит вот на эту хрипотцу. Ну это же, ну не туда. Ну можно было, это была возможность отлично раскрыться для него. Ну либо он не умеет, я не знаю, что это такое. Вот послушайте, как вокально нежно все хорошо идет. Зачем это здесь? Вот, у него же чистый вокал имеется. Вот почему он им не... Я же это вообще... Ну, это украшалочка, это тут не нужна была, конечно, мне кажется. Такая возможность классная была. Блин. Ладно. Его выбор, конечно. Но костюм у него, мама дорогая. Что это? Дракон на всю спину. Обалдеть. Опять человек-сосед у меня. Видите, он даже с ней не может спеться, потому что она очень вокальная. Вот прекрасно же, вот здесь вообще супер. Вот.
Когда в конкурсе лирика и туц-турудуц, конечно, лирика всегда выиграет, если она хорошо сделана. Тут в этом смысле, конечно, Мишель вообще такая невыигрышная позиция, я так смотрю, потому что у всех ребят тут, ну, в общем, вокалисты в напарниках, и это, конечно, укрепляет историю. Да, а Мишель нужно было быть одной. Ну, я не говорю, что парень был не классный, конечно, нет. Просто в рамках конкурса, конечно, этот номер всегда будет слабее, как ни крути, понимаете? Тут как бы странно, конечно, что так, ну ладно, хорошо. Зато и она свою песню смогла представить, это большой плюс, ну и хорошо, ну и слава богу. Что касательно Жанга, то, конечно, да, вот он с этой хрипотцой везде просто уже вот, ну, можно ж чистую ноту спеть, как говорится, без приукрашательств его. Хотя, конечно, ну, за это его тоже особо-то ругать не стоит, в смысле, что, ну, он же так поет, это же как бы его голос, да, это его вокал, вот. Ну, очень хотелось просто в этом номере. Очень хотелось, чтобы вот он раскрылся максимально с другой стороны, без жесткости, а вот именно с этой лирической мягкостью. Он все равно везде добавляет вот этой вот роковости своей, понимаете? Ну, так скажем, да. Форсирует звук. Что сказать? Ладно. Ну, в общем, что не скажи, как говорится. Так, опять что-то. Какие-то некие подарки, некие дары, гляджу. Так, значит, древнее... Ага, участник из Китая дарит древнее китайское украшение. О, ну давайте посмотрим. Это интересно. Керемет, және менде бір зат бар, Жанхисуан қазір өзі түсіндіреді. Кому? Иә, Жанхисуан. 非常的开心。 Мен қазақстандық әншімен 3000 жылдық сағыныш атты әнді дуэт болып орындағаныма өте қуаныштымын. Және алғыс ретінде шағын сыйлық дайындадым. Достығымыз ұзақта берік болғанын қалай. Ал осы байқауға қатысушы 12 елдің достық. Таңғалдырудан жалықпайсыз. Браво, Жанхисуанға. А, это такая брошь в волосы, да? Вот эта штука. Заколочка такая, шпок. Ну, какая красота. Очень красиво. Жарқынай, сізге де бұл естелік. Жанхисуан, не деген джентльменсіз. Рахмет сізге. Таңғалдырудан жалықпайсыз. Браво, Жанхисуанға. Жарқынай, сізге де бұл естелік. Дәл осындай тамаша Silky Star сияқты жобадан осындай талантты әнші де. Ну, вообще, конечно, история с подарками хорошо, в том смысле, что даже как бы ты тоже с культурой знакомишь и все такое, ну, ладно. Нет, ну, правильно, подарочки, конечно, это не мало что мало относится к конкурсу, это просто как уважение, конечно, поэтому здорово. Ну, поздравляем, конечно. Так, ну вот, например, да, жюри из Монголии там дальше говорит, что вот, что ему удалось, да, исполнить лиричную песню, что тебе за все это время не было ни одной ошибки, до этого ты исполняла энергичную, быструю песню, сегодня ты меня удивил, ставлю тебе высший балл. Ну, вот я говорю, просто по факту, вот в начало было действительно, раскрыло его с другой стороны, но потом он опять включает вот эту свою историю, и как бы, ну, пожалуйста, это мы слышали. Конечно, ну, номер-то сильный был все равно, да, поэтому... Ладно, дальше там ничего такого критичного, с чем я не согласна. В общем, я эту штуку пояснила. В целом, можно даже, я думаю, не глядеть. Там, если только что не случится с жюри, что-то они там не скажут эдакое. Ну, посмотрим вот на оценки. Ал енді Жанхисуанның ұпайларын білсек. Қазақстан Это уже полуфинал, да, все-таки у нас считается? 12. Түркменстан. 10 ұпай. Оңтүстік Корея. 12 ұпай. Рахмет. Тәжікстан. Так, и что? 12. Опять 12 одни. Ну, Малайзия. почему тогда Ясмин не заработала столько же 12 12 баллов? ұпай. Рахмет. Қырғызстан. 12 ұпай. Өзбекстан. Өзбекстан. 12. Ну, это очень много, конечно. Армения. Армения. 12 ұпай.
Рахмет. Грузия. Онупай. Монголия. Монголия. Екупай. Және Әзербайжан. Әзербайжан. Онупай. Рахмет. Дауыс беруіңіз мен аяқ. Понимаете, в чем дело? Я ж не то, что не рада за Жанга, я за него очень рада. Он действительно заслужил, номер-то у него был очень хороший, действительно отличал его от других выступлений, просто он не слишком как бы трансформировался в нем, хотелось бы чуть-чуть побольше. Но я просто к тому, что другие участники тогда тоже заслуживают таких оценок, понимаете, к чему я веду? Ну, типа, они же тоже тогда заслуживают больше 12 баллов, чем, ну, не чем он, а хотя бы столько же тогда, да, то есть, ну, вот, по какому принципу? Просто, знаете, когда такая история в жюри творится, ты вот вроде думаешь, что международный конкурс, а это так вот откровенно такая история, она как-то вот все равно превращает это все в какой-то в капустник, знаете, это называется капустник. Это когда вот у мамы в ансамбле, вот на Новый год ансамблисты собираются и сами там делают, что хотят, сами там какие-то штуки, дрюки, ну, короче, типа, и это такой, типа, не нон-профи, да, типа, не для профессионалов. И вот эта история, когда ты видишь открытые вот это вот взаимодействие жюри, как это что происходит, немного теряется статусность этого международного конкурса. Они, конечно, об этом могут говорить много раз, вот, но мы не слепые, поэтому у меня, конечно, такое... Ну, то есть, получается, все равно какой-то вот такой местный конкурс, понимаете? Вот во что это превращается. Не хватает большей объективности для международного конкурса. В рамках международного конкурса должно быть больше объективности. А здесь все равно вот какие-то конфликты, штуки, влазит там и политика, и спонсорство, и еще что-то. Это прям становится так очевидно видно, что как-то даже уже, ну ладно, хотя бы ребят послушаем, номера интересные посмотрим, правда? Так, Алим дальше у нас, да? Давайте посмотрим. Значит, Алим будет петь с группой Белуччи. Песня «Квара». Класс. Так, давайте смотреть. Ой, это я не туда жмякаю. Сейчас, секунду. Тык, 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 тык. А, это уже прям номер сам пошел. А что, превьюшка будет какая-то? Будет, да? Сыртқа шығады екен да. Мен қазір дайындыққа кетемін, 3-4 сағат өзім отырып алайын. Ну какой-то свек нас ждет. Боже, парни, маска. Бардым жүрсін отырып. Алим жұбап. Белуччи тағы да Белуччи. Ағайын Белуччи деймін. Давайте посмотрим, что интересное будет. Ну, стиль точно будет. Ой, Кросс и Баленс, тоже таких хочу. И розовые цветочки.
Слушайте, ну вот в этом номере мне очень нравится, как раскрылся Али, эмоционально и даже вот вокально, как бы он так искренне вообще подошел к этому, ко всему. Мне очень понравилось. Молодец. Очень эмоционально получилось. Классно. Потому что это другая его эмоция. Обычно он такой все время на стиле, гиперстиль такой, да, как бы такой. Ну, вот закладывается в его образ, там какая-то высокомерность, какое-то такое, вот знаете, ну, такая вот история. Самости такой, да, вот. А здесь он совсем по-другому эмоционально раскрылся. Хороший номер был, классный. Вот именно эмоционально раскрылся по-другому. Конечно, опять же, это не супер, там прям вокальная какая-то история, но вот вокалист в конце очень тоже интересный был, красивый. То есть именно вокально к нему, как он припев с хрипотцой, прям эмоционально очень впечатляющий сделал. Мне понравилось. Хороший номер. Хороший номер. Ничего не могу сказать. Один из лучших, который тоже у него был. Вот он где-то в топе там по вот его выступлениям. Хороший номер получился очень. Запоминающийся. Ну, он стиль, я говорю, живой, конечно. Так, читаю, что там говорит жюри. Так, вот Корей, кстати, хорошую мысль подметил, да, что вы показали себя с разных сторон на проекте, вы умеете выбирать то, что близко вам, вашей природе. Вы хорошо понимаете, какой образ создать на сцене, что нужно зрителю. Ну вот, действительно, в нем это есть. Самость, вот это его, она все равно в нем есть. Я думаю, оценки будут хорошие. Потому что молодцы. Это и стильно очень получилось, и вокально интересно. Поэтому, конечно, он молодец. Ну, опять же, если мы говорим про... Ну, если мы будем говорить про акробатические этюды вокальные, то, конечно, это не туда. Но здесь другая эмоция совсем. И Алим раскрылся с другой стороны для меня в этом выступлении. Так что, Туркменстан. я думаю, будет хорошо. Оценки должны быть тоже хорошие. Оңтүстік Корея. Блин, парень такие смешные в этих масках, я не могу. 10 ұпай. Тәжікстан. 10 ұпай. Малайзия. 10 ұпай. Кыргызстан. Ну, как низковато, обычно выше бы ставили. 12 ұпай. Конец. Өзбекстан. Как раз таки сейчас должны быть нормальные Он оценки. упай. Тоже чуть повыше, чем эти 10. Армения. Ну, не знаю. Мне, наоборот, эмоционально очень понравился номер. Я думала, выше. 12. Рахмет. Грузия. 10 ұпай. Көп рахмет. Қытай. Қанша берер екен? 12, да? 12 ұпай. Рахмет. Монголия. 12. Рахмет. Рахмет. Және Әзербайжан. 10 ұпай. Рахмет, дауыс беру аяқталды. Ну, в целом, как будто выглядит справедливо оценки поставили. Но я говорю, эмоционально он мне больше понравился, чем вообще в других номерах. Вот это вот хрипотца его, вы, конечно, знаете, ну, то что хорошо. О, Фахридин, да, у нас пошел. Так, он будет петь с, значит, Фахридин и Ардак Балажанова. Песня «Атлас». Так, ну, должно быть что-то вокальное, раз Ladies пришла в чат. Вряд ли там будет рэпер, да, скорее всего, что-то будет очень вокально. Так, вот оно, поехали. Бар күшімді салам. Тәжікстан алға.
Так, ну я сразу скажу, это, скорее всего, какая-то очень поющая ледис, да, потому что я вижу возраст, я вижу осмысленность, просто так вот эти люди на сцену не выходят. Одно дело, когда просто красавицу выводят на сцену, да, супер, как бы, а тут я вижу прям женщина взрослая, я думаю, сейчас будет что-то очень интересное. Да, еще что с народной тематикой. Ее погромче надо сделать, не вывели что-то. А можно погромче ее? Да. А она-то петь будет? Не, ну Фахридин сегодня в настроении, конечно. Видите, как человек вот в своей культуре раскрывается? Я умоляю. Обалдеть. Ну, конечно, его напарницы это мало было совсем, но с другой стороны, как бы это же конкурс, она же должна как бы выйти поддержать, поэтому, ну, в целом, ладно, нормис, но можно было побольше. Ее еще вывели плохо вначале, не слышно было особо как-то ее, но Фахридин просто разошелся, я умоляю, его было не остановить. Вот что значит человек в своей культуре, понимаете? Я говорю, я каждый раз этому поражаюсь. Это просто необъяснимо, но факт. Для меня, конечно, это удивительно. В том смысле, что вокалисты могут учиться другой культуре и идти как бы в нее и заниматься, ну, как бы и тратить на это вообще все свое время, все остальное, вот как, да, естественно, там джазовое образование, типа вот соул, да, вот это вот все, пожалуйста. Но когда начинают играть что-то вот национальное, традиционное, понимаете, вообще человек раскрывается с другой стороны, насколько он всеобъемлющ и полноценен вообще вот в традиционной, в своей культуре и в музыке. Насколько, понимаю, это что, вот кровь, что ли, или что, я не понимаю, вот у меня нет объяснений, как вы думаете, вот почему так происходит? Я просто постоянно это отслеживаю. Вот я делала недавно ролик про город 312, да, про Аю. Значит, пожалуйста, пела, там все очень популярно у нас в стране, там группа, все, вообще все супер. Значит, когда она поет, ну, типа, вот, традиционную на бишкекском, да, ой, господи, на бишкекском, что я несу, на кыргызском песню, в Бишкеке она выступала еще когда. Значит, насколько вообще, как бы, другими красками, как полноценно она звучит. Я вообще я обалдеваю с этого. И здесь Фахридин, посмотрите. Насколько вообще он в традиции, вообще как бы, он просто не сломляем был, он просто вообще, ну я вообще в шоке, конечно. С другой стороны, конечно, я не очень понимаю,
Ну, нормально ли вот в один выпуск, конечно, вот традиционное что-то культурное такое вот, да, с культурным кодом запускать как бы в момент, когда там тоже может быть и поп, и современная музыка, да, а тут как бы видно, что это, да, вот национальное что-то, да, ну, короче, не знаю, как это можно оценивать, потому что, опять же, вот эти вот постоянные рефрены, да, вот в музыке фольклорной, да, постоянно повторяющийся вот этот лейтмотив, который вот он идет, это просто такая вот форма, да, традиционная, она у многих очень народностей так, вот, и как она вот на слух вот параллельно с тем, когда есть вообще супер ультра современные номера. Ну, как будто у меня над головой сидит, понимаете? Ну, как будто у меня над головой. Не, ну ты вообще обалдел просто. Не, ну ладно, не ночь, конечно. Его не было. Ладно, давайте пока посмотрим баллы, может он опять там замолчит через какое-то время. Просто потрясающе. Так, ну, короче, все оценили энергетику, все оценили вообще, что просто супер. Так, известный исполнитель традиционных песен. Ардак Балажанова. Угу. Ну да, это действительно было очень эффектно. Хотя, если честно, так бы так шиши не скажешь, да, когда есть современная поп-музыка, и выходит еще фольклорная история, не всегда это получается пересилить. Ладно, давайте с этим... Онупа, Туркменстан. Онупа, Оңтүстік Корея. Он екі ұпай. Не, ну Фахриддина было не остановить, я умоляю. Малайзия. Вообще. Он екі ұпай. А так и не скажешь по лицу. Кыргызстан. Так ее взяли, такой момент. Как будто не 12 ставила. Он екі ұпай. Өзбекстан. Ну тут же просто момент Онупа. того, что типа Армения. большая часть пройдет, меньшая часть не пройдет в финал. Он екі ұпай. О, Грузия. ну 10, да то как бы он не щедр на оценки. 8 ұпай. Не, ну я вообще в шоке. Ну как так можно? Ну что это такое? Қытай. Я не понимаю. Он екі ұпай. 8. Монголия. Он екі ұпай. Азербайжан. 8 ұпай. Осымен дауыс. Нет слова, не эмоции, блин. Авто. Так, ладно, значит, у Автандила дуэт с Дианой и Исмаил. Песня «Сайт Мидикхар». Мидикхар. Значит, ладно, я импровизирую, не обращайте внимания. Давайте посмотрим, что там будет лирика, наконец-то, романтика какая-то, что-то... Может, Автандил уже пришел, бедный, в себя после всех болезней, я надеюсь. Что-то должно быть красивое. Так, какие-то некие танцы. Лирика у нас будет. Ну да. Биджо, ты мне мешаешь. Сейчас, может, я остановлю запись, потому что это не дело. Я не готова слушать прекрасное произведение вокальное под этот скрежет. Сейчас, секунду, ребят, я дождусь, когда он остановится. Дождусь. Так, дорогие мои, вроде как он остановился, этот человек-сосед. Давайте сейчас чуть-чуть назад отмотаем. Я вспомнила, это же Мик Вархар, да? Сайт Мидикхар. Блин, я знаю, что Мик Вархар — это «Я тебя люблю». А что такое Мидикхар, я не помню. Ну ладно, импровизировать уже больше не буду. Очень красивое, я знаю это произведение. А кто же его
пел, ты будешь Я буду, да, буду, да, буду, я буду, да, буду, да, буду, я буду, да, буду, да, буду, да, буду, я буду, да, буду, да, буду, да. Tavdi var mardo, umisa mardo, tanjas lali, lalit tamdes, shenis Ну, получше, кажется, как будто ему уже. Tanjas lali, lalit tamdes, shenis Все равно аккуратничает. Ну, блин, Я восстановление. буду, да, буду, да, буду, да, я буду, да, буду, да, буду, да. Seni de derdi, harcımı merdi, Хорошо. lütfen beni khar, Said beni khar, Said beni khar. لطفت میدی خار سعید میدی خار سعید میدی خار یا بوده دا بوده دا بوده دا با یا بوده دا بوده دا بوده دا یا بوده دا بوده دا بوده دا با یا بوده دا بوده دا بوده دا یا بوده دا بوده دا بوده دا با یا بوده دا بوده دا بوده دا Sait mi Слушайте, очень удачный выбор песни, конечно, ничего не могу сказать. Гармонический, красота лютая просто. Ну вот что вот в Грузии не дать, не взять. Это, конечно, их гармонии. Ой, вот эта ритмика на слабую долю, за тактом. Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Ай-яй, я не могу. Ну, это красота, конечно. Такая любовь прям. Ну, короче, очень мне это близко, конечно, люблю я такое. Для меня это, конечно, хороший номер. Нечего комментировать. Очень классная вокальная девчонка, красивая, вот девушка, женщина, простите, да, чтобы тоже не быть фамильярной. Хороший номер, ничего не могу сказать. А в том, мне кажется, уже получше, он уже чуть-чуть поувереннее, уже чувствует силу, да. Вот, и, конечно, песня, блин, такая красота. Вот это вот, понимаете, вот этот вот мантра, вот это вот, она же будет в голове просто сядет на 2 недели, теперь я буду это петь, напевать, ходить, понимаете?
Насколько выбор песни классный получился. И слушайте, конечно, да, очень хорошо, что у него вокалистка в поддержке именно. Вот я говорю, те ребята, у кого вот рэперы, ну не в обиду ребятам, рэперам, как говорится, это, конечно, немножко не то пальто получается, блин. Сильно разница видна. Понимаете, тогда мы же можем делить на поддержку вокальную, не вокальную, условно, тогда пускай это будет там академ, я не знаю, какой-нибудь, да, ну что-то из других, как бы, да, вот как у Фахридина, что-то там национальное, традиционное, да. Ну вот это норм. Какой-то там джаз, не джаз тоже, вот фольклористика, да, вот тогда это нормально. Рэп, конечно, на вокальном конкурсе, братцы, ну это не... Это я не знаю, кем надо быть. Канье надо быть, наверное, чтобы супер какое-то большое яркое впечатление получить. Ну, то есть это должен быть тогда какой-то супер именитый, я не знаю, вокалист, точнее рэпер. Не знаю. Ну, короче, это правда. То есть я очень люблю рэп, в смысле я нормально к этому отношусь, я слушаю, все как бы во мне это присутствует. Но для конкурса это, конечно, не очень выгодный выбор. Понимаете, тут же тоже про выгоду надо думать, что покажет с лучшей стороны, что с худшей. Поэтому, конечно, да. Я думаю, оценки должны быть хорошего авто. Дорога ему в финал уже, как говорится, должна быть проложена. Вот так, жюри там что сказали нам? Ну, тоже поговорили про здоровье, как говорится. Да, хорошие. Ну, в общем, да, все, в общем, все довольны, все счастливы. Слава богу. Просто, видите, одно дело заболеть, понимаете, когда голос там потерял, не потерял. А другое дело еще восстановиться, это вообще, ну, это, я не знаю, это точно даже не месяц. Дауыстың дұрыс. Это даже не месяц. 10 ұпай. Түркменстан. 12 ұпай. Оңтүстік Корея. 10 ұпай. Тәжікстан. 10 ұпай. Малайзия. 12 ұпай. Қырғызстан. 12 ұпай. Если честно, вот среди вот вокальной поддержки, да, вот гостей, которые пришли к ребятам в дуэт, вот эта вот девушка, сейчас, секунду, простите, Диана Исмаил, она, конечно, впечатляет. Авто очень повезло. Өзбекстан. Такая бережная, то, что нужно, прям, боже. 10 ұпай. Армения. Стоять, блин, за руку держится, пока оценки выставляют. Видите, как она его поддерживает? 10 ұпай. Қытай. 12. 12 ұпай. Монголия. 12 ұпай. Азербайджан. Песня, друзья мои, ну тут нельзя иначе. 12 ұпай. Большое дело выбор песни. Видите, они смогли поддержать авто правильно в этом смысле, потому что и песню классно подобрали, и партнера классного выбрали, понимаете? Авто, конечно, ну вот тут тебе, конечно, вот здесь тебе реально повезло, через что тебе приходилось проходить до этого в сольно, да, это было очень тяжело. Здесь, как бы, слава богу, у тебя была поддержка, что нужно. Тату я до сих пор помню, я умоляю. После этого, блин, конечно, надо было человека поддержать хорошенько. Так, дальше у нас Мадина. Мадина с Назарбеком. Песня «Не болди». Ну, простите, если неправильно прочитала. Если неправильно прочла, сейчас отмотаем к началу. Тут какой-то некий мэтр. Человек взрослый уже. Да, нет? Ну да, вроде.
Так, ладно, давайте посмотрим, что тут за какая-то история. ешқашан сен Шансон, что ли, какой-то? Osmondagi oyim degan edinga, go'zallikka boyim degan edinga. Обалдеть. Osmondagi oyim degan edinga, go'zallikka boyim degan edinga. Qaylarga ketib qoldi yorim, meni tashlab kelmaysan. Ura 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 yongan yuragim sezmaysan. Ura 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 kuygan yuragim sezmaysan. Ne bo'ldi yorim, ne bo'ldi söyle, ne bo'ldi canım, ne bo'ldi söyle. Yo'llarimga divanada ko'rmay qo'ydi, darvozamga kechalari kelmay qo'ydi. Ne bo'ldi yorim, ne bo'ldi söyle, ne bo'ldi canım, ne bo'ldi söyle. Nega endi qo'ng'iroq qilmay qo'ydi, nega endi erkalab suymay qo'ydi. Şaşırmayma sensiz degan edinga, qoldirmang yolg'iz degan edinga. Неплохо. Şaşırmayma sensiz degan edinga, qoldirmang yolg'iz degan edinga. Прикольно. Qayerga yetib qolding yorim, meni tashlab kelmaysan. Ura 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 yongan yuragim bermaysan. Ura 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 kuygan yuragim sezmaysan. Ne bo'ldi yorim, ne bo'ldi söyle, ne bo'ldi canım, ne bo'ldi söyle. Yo'llarimga devonada ko'rmay qo'yding, darvozamga kechalari kelmay qo'yding. Ne bo'ldi yorim, ne bo'ldi söyle, ne bo'ldi canım, ne bo'ldi söyle. Nega endi qo'ng'iroq qilmay qo'yding, nega endi erkalab suymay qo'yding. О, артисты, выкрутятся из любой ситуации. Ne bo'ldi yorim, ne bo'ldi söyle, ne bo'ldi canım, ne bo'ldi И поставь им туфли туда. devonada ko'rmay qo'yding, darvozamga kechalari kelmay qo'yding. Ne bo'ldi yorim, ne bo'ldi söyle, ne bo'ldi canım, ne bo'ldi söyle. Nega endi qo'ng'iroq qilmay qo'yding, nega endi erkalab suymay qo'yding. Madina Bomuatova, Nazarbek. Energiya taraqqisidan shubha qo'shimchalarimiz. Классно, Masalan, слушайте. yigit Ну, у меня двоякое впечатление. С одной стороны, мне хотелось возле Мадины видеть опять лирический какой-то номер, какого-то супер вокального номера, да. Здесь получилась такая веселая история. Она, конечно, не очень выигрышная, опять же, для конкурса, хотя по энергетике очень классная. И Назарбек отлично справился, в смысле, что очень харизматичный мужчина и поющий, вообще все. То есть номер в целом классно. Но в рамках вот лирики, я говорю, вот этих вот историй, ну, всегда ты будешь теперь судить по выбору песни, понимаете, в чем дело, как бы, да? Вот хороший номер, сам по себе очень классный, он просто не совсем выигрышный в рамках конкурса, это нужно понимать. А так вообще классно, слушайте, он спел, ему такой кусок отличный, ну, слушайте, не, молодец, и Мадина красотка тоже. Ну, это я говорю, как бы тут будут брать максимальные номера те, кто вот лирику там, да, что вот такое вот глобальное выбрал, там, да, вот такие номера будут собирать хорошие баллы. Ну, должны, по крайней мере, да. Здесь просто могут занизить, то есть сам по себе это номер хороший. Ну и Мадина, видите, она же тоже показывает себя с разных сторон. Человек все-таки, ну, как бы, подбирает такой материал, чтобы и так было. Ну, тоже не самый, конечно, выигрышный для нее выбор песни, если честно, я так думаю. Хотя,
Получилось здорово. Им песня очень забойная, веселая, классная. Да, просто уже как бы, понимая то, где, с кем мы работаем, и, как говорится, что мы ждем и что мы смотрим, я думаю, что там могут, конечно, занизить баллы. Объективно. Но мне у Мадины очень тембр нравится. Блин, ничего не могу поделать. Представляете? Представляете, вот так вот. Ладно, давайте смотреть оценки. Блин, я уже боюсь смотреть, что они там скажут, кстати. Так, жюри Грузия говорит. Вот интересно. У меня есть вопрос, чья это песня. Какой страны? У меня есть такое ощущение, что я где-то слышал эту песню. Песня очень хорошая, ритмичная и сильная. Не знаю, какие инструменты использовались, но у нас есть танцы, похожие на этот. К примеру, аджарский танец. Он такой же ритмичный. Желаю вам удачи. Ну, вообще, вначале мне это напомнило индийская песня. Сейчас. Как это? Индийский вот это тинги-линги-линги-линги, тинги-линги-линги-линги, тинги-линги-линги-линги-линги-линги. Но зачем как бы к этому апеллировать? Другой вопрос. Зачем к этому апеллировать? Ну, как бы, видите, он говорит, что и аджарский танец есть. Ну, вот, а я индийскую песню вспомнила. Она у меня даже в сохраненках есть. Сейчас покажу. Кусочек только, чтобы меня по авторскому праву не крякнули. Да, называется, найду я сейчас. Вот она. Но я вообще, кстати, не очень люблю эту историю, когда апеллируют к тому, откуда была создана песня. Во-первых, Мадина к этому не имеет никакого отношения, да, она просто выбрала песню. Всегда таким вопросом апеллируешь, как говорится, к автору. Опять же, потом, второй момент, когда апеллируешь к автору. Ну, сейчас уже, как бы, друзья мои, миллион песен, вы же понимаете. Я уже настолько слышала много этих вариаций, где та же самая гармония, ну, что уже как-то... Кажется, уже мувитон говорить о том, что а вот эта песня содрана оттуда, понимаете? Это, конечно, можно отдельно просто бесконечно апеллировать к тому, что откуда, где, как было вдохновлено, да, как сейчас модно говорить. Конечно, традиционное что-то там совсем такое, да, фольклорное, это то, что как бы вряд ли еще там, да, как-то использовалось Судема. Но в целом, как у нас 7 нот, как говорится, поэтому, дорогие мои, ну, чем мы богаты, тем мы рады. Кажется, уже вся музыка великолепно написана, бывают какие-то еще вариации, но это уже всегда переосмысление, вдохновление, в любом случае отсылка к чему-то, откуда-то чем-то вдохновляются, слышится. Так тоже делали во все времена, поэтому я не понимаю, к чему этот комментарий. Аджарский танец, ну, возможно, слушайте, ну, я как бы там уже не шарю особо. Вот, жюри Таджикистан говорит, что, возможно, тебя ждала более сложную мелодичную песню твоей страны. Ну, Мадина просто экспериментирует, друзья мои, тоже ж не надо забывать. Она же не может в рамках лирики и одного лирического героя постоянно выступать. Ей вот, может, захотелось что-то веселое показать с этой стороны. Хотя, конечно, естественно, выигрышник для нее лирика. Можно, конечно, как говорится, играть по-грязному и все время ставить лиричные номера, самые сильные, выбирать себе там песни и все остальное. Ну, тоже. Казахстан. Мне понравилось. Онупай. Мне кажется, у нее хорошо получилось. И у нее поющий коллега был, как говорится, на сцене. Вообще это все было нормально. Если мы не будем, как бы, ну, ожидания, но это же ваши ожидания, правильно? Это же вы что-то ожидаете, а потом сами в этом разочаровываетесь. Тут как бы такой базар, знаете. Онупай. Оңтүстік Корея. Сейчас чайку подарю. Онупай. Тәжікстан. 8 ұпай.
Малайзия. Стоило отойти от экрана, они, блин, 8 влепили. А ты посмотри, что творят. Какая 8? Вы что, совсем что ли, блин? Это у кого там ожидания? Таджикистан. У кого-то не совпали, да? Сигзупай. Малайзия. Вонопай. Кыргызстан. Вонекопай. Ну это капец. Армения. Ваши ожидания, как говорится, ваши ожидания — это ваши проблемы, понимаете, в чем прикол? А ё-моё, еще 8? Чего? Сиг. Что? Вонекопай. Грузия. Сигзупай. Китай. Вонекопай. Монголия. Вонопай. Азербайджан. Алтыпай. Осмен. Вонопай. Что? Чего? Вы чё? Азербайджан. Алтыпай. Осмен. Дауыс беру аяқталды. А мы как-то это комментировать будем или так и будем улыбаться? Көп рахмет. Өнерлеріңіз. Комментировать мы это, конечно, не будем, да? Вадим говорит, я тоже так думала, члены жюри часто говорят, что не чувствую мою энергетику, поэтому я решила показать сегодня смешной, веселый образ. 6. То есть они решили подрасчистить, так сказать, середину, Мадину чуть-чуть вниз. Ну вы даете, коллеги. Үшін көп рахмет. Рахмет. Ne oldu canım? Ne oldu söyle? Ne oldu canım? Ne oldu canım? Рана, блин. Не, ну у меня слов нету. Что-то я расстроилась. Жесть какая. Ну да, неудачный выбор песни, но нафига-то. Поставьте десяток побольше, и все, как бы. Какие там 8, 6. Она классно справилась, парень классно пел. Ой, я не могу, что-то одно расстройство. И мне вообще не хочется это смотреть, если честно, достало меня это все. Просто достало реально. Вот это журейство, судейство. Мне даже конфет уже сладкие не испытываю. Понимаете, что я сижу сладко перед вами ем? Потому что настроение себе поднять хочу хотя бы. Настроение портится от просмотра этого всего. А вы меня ругаете, что я ем. Простите, артисты, я понимаю, что неприлично кушать во время того, как выступает есть. Неприлично, когда выступают люди. Но я пытаюсь как-то себя поддержать, в смысле, что она очень впечатлительная. Я не могу без конфет вот это смотреть. Шесть. Она просто не хочет, чтобы она попала в финал, и все. Мне даже так неприятно так говорить, если честно. Слушайте, а организаторы Silk Way Star могут как-то повлиять на жюри, чтобы они вот не занимались этой хренью? Ну это ж некрасиво. Ой, господи, на что я трачу время, блин, своей драгоценной жизни. Так, ладно, дальше Саро у нас будет выступать с Маржан Арабаева. Песня «Сирон Вер». Не знаю, как правильно произносится, как обычно. Давайте послушаем. Вот лирика, сразу выигрышный номер скажет. Это вы ожидали. Всю лирику Даша, по-моему, ставили. Ладно, Саро тут ни при чем, конечно. Եթեինց հարցնեմ, զգացունքիս հասցրեմ, կնայեմ
마쿠르코 아치케리 Henzain tereim An hangis tokim Hastum chaga Achot knevim Isins hertsnes Вау! Isum het kansten Apilu Kyago chanapa О, Intendite da Sirtu basta Kesetim sen вы меня простите, ради бога, что перебью, но если честно, я просто в восторге. Вот женщина, вот, простите, она вот прекрасно выглядит, но она в возрасте, это понятно. Человек пожил жизнь. Это вообще по-другому звучит. Вы посмотрите, это другой уровень вообще. Это просто, вот человек жизнь пожил. Ну, это просто великолепно. Маржан Арапаева. Ну и что вы мне тут говорите? Сороги Варган, Маржан Арапаева. Это Маржан Арапаева и Сороги Варкян, дорогие мои. Ну, как бы, Арапаева. Я ее запомню, дорогие мои. Ну, это, конечно, ну, как бы Саро досталось. Она, конечно, всячески поддерживала, старалась, что там это, ну. Ну, как говорится, гены пальцем не задавишь, понимаешь? Мы же понимаем, кто тут мама. Ой, Саро досталось, конечно, да, надо было, ну, он немножко даже стушевался на ее фоне, конечно, да, это надо, блин, я не знаю, кем надо быть, просто чтобы не стушеваться, это надо жизнь пожить, чтоб не стушеваться на ее фоне. Ну, он, конечно, нет, ладно, он уверенный в себе парень, как бы это все понятно. Но, конечно, блин, я не знаю. Мне кажется, что... Ну вот, понимаете, да, спектр. Рэперы и вот это вот. Ladies, которая просто за воротник заткнула просто весь этот день на конкурсе Silk Way Star. Да, ну это тяжелая артиллерия, это тяжелая артиллерия. Это вообще запрещенный прием, который
С одной стороны, должен был, конечно, усилить Саро, с другой стороны, мне кажется, что он поплыл местами, и она, конечно, притянула на себя все внимание, но она не специально, дорогие мои, вы что же должны понимать? Ну, как бы это ее природа, все, тут не попишешь ничего. Оценивать-то должны при этом, кстати, в Саро, понимаете, в чем дело? Ну, и дуэт, понятное дело, но как бы, но это вообще, то есть это на голову выше... Для вокального конкурса, именно для вокального конкурса, для этого формата. Я не говорю плохо про других артистов, да, давайте 10-й раз пояснять уже, да, чтобы обиженок не было. Вот, что все-таки, ну, просто именно для вокального конкурса, конечно, вот Маржан это просто, ну, это, блин... Тогда надо было, я не знаю, Грузии там звать Гверцетели, я не знаю, кого там. Ну, или, не знаю, или Кантридзе, ну, короче, кого-нибудь там, не знаю. Кто пел? Забыла. Блин. Олей. Простите, ради бога. Ай, забыла. Да, блин, вылетела из головы. Катамадзе, господи, да. Ну, короче, надо было тогда мастодонтов просто с каждой стороны, как говорится. Ну, видите, ладно, там как бы в рамках, да, то есть артисты из Казахстана должны быть. Но, конечно, это, да. Это вот те оценки, которые сейчас поставят, я даже не знаю, насколько их относить именно к Саро просто, вот в чем прикол. Он, конечно, ну, типа, да он хорош был, но я за ней просто ослепла. Я ничего не видела, кроме нее, простите, пожалуйста. Ну, надо тоже знать, кого себе в дуэт берете. Такую тяжелую артиллерию вводить, но это надо иметь... Колокольчики звенят. Но он, конечно, не стушевался, нет, нормально, но она затмила просто, это, ну, это невозможно, как бы, тоже надо иметь в виду. Интересно, вот, чтобы оценили именно Саро тоже хочется. Ну, нет, это, конечно, ну, ну, вот понимаете, да, уровень, как бы, что вот мы до этого смотрели, и вот как сейчас номер получился. Ну, вот, блин, подбор не равносильный, конечно, не равносильный. Хочется как-то все вечно что-то усреднить, там что-то как-то вот средней по палате температуру какую-то сделать. Не получается ничего, блин. Вышибалы высокие должны быть. Так, Казахстан пропустила. Да. Он Екопа. Түркменстан. Он Екопа. Оңтүстік Корея. Он Екопа. Тәжікстан. Он Екопа. Малайзия. Да. Великолепие. Он Екопа. Қырғызстан. Он Екопа. Өзбекстан. Он Екопа. Он Екопа. Грузия. 12 не будет, братья. Он упал. Он уже сам ржет, вы понимаете? Вот он уже сидит и сам Опа. улыбается. Грузия. С того, что происходит. Вот вы посмотрите, такой. Посмотрите. Посмотрите на его лицо. Это издевательство какое-то. Он упал. Китай. Ой. Я не могу. Неплохо. Он Екопа. Почему мы с вами это смотрим? Монголия. Он Екопа. Азербайджан. Он упал. Ну это вообще Дауыс тоже. беру осымен аяқталды. Ай, дорогие мои, все это, конечно, интересно. Единственное, что, конечно, я тоже замечаю, например, что вот мужчины в конкурсах всегда их вот больше оценивают, чем женщин. Если сравнивать, например, Ясмин и Саро, то Ясмин крепче.
чем Саро. Они разные абсолютно, да, но именно тембрально интереснее, например, Ясмин. Здесь я вижу, как вот Саро четенько идет к первому месту. Ну, я, конечно, за него рада, естественно. Ну, как можно не радоваться за человека с прекрасными вокальными данными? Просто я все время замечаю, что девчонок немножечко это... И так везде, кстати. И вот в этом конкурсе тоже не исключение. Поэтому... Саро был все последний, да? Так, ладно, дальше у нас какая-то песня идет, песня какая-то, какое-то выступление просто так. Выступление с просто таком. Китайский жуй с инструментом. Умоляю, смотрим. Это мы смотрим. Kabul alыңыздар. Это его песня. И Кайл Рух поет с ним вместе. Ну, своих тоже надо подтаскивать на конкурс, конечно, правильно, правильно. О-ля-ля, мы что-то имеем дело с серьезным. Мы ждем фальцет. Запись, понятно. Я говорила. Удивительное создание. Каждый раз выдаюсь о том, как же после
вот мужчинам, знаете, вот достается такая, конечно, у них есть нелегкая судьба в этом смысле вокальном, что когда у тебя переходный возраст, то есть мальчикам ты можешь петь Джамайка, а потом пубертат и добрый вечер, и ты теряешь вообще всю свою верхнюю тесситуру, как бы до свидания. Превращаешься в мужчину, и все. Конечно, удивительно, когда вот природа оставляет эти вещи. Ну, можно, конечно, на это влиять, ну, как бы, естественно, есть, так сказать, методы, как сохранить фальцет, и когда уж совсем там какие-то космические колоратурные верха там, да, ну, в общем, прибегали к разным способам, но я, в общем, не к этому веду. Я удивлена, конечно, что как вот так вот природа все равно оставляет, понимаете, вот эту историю. И вот можно владеть этим, понимаете, тем, что тебе дают. Ну, он, конечно, с этим верхом, да, дорогие мои, это, конечно, сильно. Мне очень нравится, когда вот, конечно, ну, я думаю, кому не нравится, господи. Когда вот мужчина так вот верхней тесситурой, конечно, владеет, это, конечно, да, дарование. Природное такое вообще. Такие глаз на него открыт, он такой универсальный весь. Верха очень красивые. Молодец, молодец. Осталась самость вот эту вот найти, да, какой-то вот свой вот стиль, что-то, да, вот визуально, что-то как-то вот всегда, да, выделяться, да, вот, ну, короче, с стилистами просто поработать, но на начале пути, да, я уверена, что у него все будет нормально, я надеюсь на это, потому что, блин, сейчас такие запросы, такие вот, знаете, рамки этих вокальных конкурсов, там надо быть просто, я уже не знаю кем, чтобы запомниться, вот. И даже этот конкурс не гарант. Я надеюсь, что он под крылом просто, и у него будет творческая карьера в связи с этим совсем. Потому что так, ну, конечно, это очень хорошо. Думать надо. Я на финишной прямой. Все, сейчас уже оценочки, как говорится. Поехали. Ладно, дали нам послушать. Ой. Бүгінгі заболела бағдарламаның үздігі Саро Геворгян. құттықтаймыз, Саро. Ну, тоже вот не в обиду Сару, но разве как бы можно ли считать полноценной эту победу его, когда с ним такая женщина была на сцене, вайми. Но он не растерялся, конечно, да, он не спасовал, но она, конечно, его затмила, то есть, ну, блин, такая история, да. Не, ну, конечно, хорошо, конечно, этот номер был самый запоминающийся, ладно, это я уже тут сижу, конечно. Просто мне за других обидно, понимаете, в чем дело? То есть Саро вообще, дай бог, как говорится, он абсолютно заслуживает этой победы, все классно. Но у меня вопрос всегда за других, а они-то чё, блин, почему-то, да, у них вот так, они как-то еще иначе, блин. Потом вот эта история с тем, что они сами себе там музыку подбирают, ну тоже, не знаю, это перекладывание ответственности в каком-то смысле, не знаю. Ладно. Бүгінгі күннің, яғни Порадуемся жартылай за Саро, финалдың конечно. үздігі Саро. Құтты болсын. Және жалпы есеп бойынша үздік қатысушы Саро Геворгян. Тоже, да? 9 айналымнан кейін қорытынды жинақтық есеп бойынша Саро ең Блин. үздік. Я говорю, но вот то, что он знает, что он хорош, вот это главная мысль моя. Құтты болсын. Одно дело, когда ты хорош, другое дело, когда ты знаешь, что ты Бүгін хорош. вето құқығы жоқ. Жарыс жолынан шет қалу алдында тұрған қатысушыны өкінішке қарай ешкім құтқара алмайды. Жалпы есеп бойынша ең төмен ұпай жинаған Что, Фахридин, Үш Мадина қатысушымыз. получается, да? Что там, как дела? С этими шестерками, блин, просто мне башка болит. Ну, рафиную. Автандил Абисламидзе, Авто тоже. Ну, хоть-то один, және остальные Фахриддин финал, да? Хакимов,
Бүгінгі жарыс шоуынан шет қалу алдында тұрған Такая интрига, конечно. үштік осы. Интрижная. Ал жарысты тоқтататын Что там? Фахриддин, да? Я промотал на самом нужном месте. Извините. Фахриддин Хакимов. Тәжікстан атынан қатысып, мәдениетін таныстырып, арамыздағы достықтың насихатшысы болғаныңыз үшін, Фахриддин, көп рахмет. Дорогие друзья, Құрметті достар, екінші дубль. Қайталанып жатыр, иә? Спасибо всем, как говорится. Я бы услышала хотя бы, что он сказал. Ладно. Все понятно, конечно, это все понятно. Всем спасибо. Фахриддин реально сильно держался долго. Так. Значит, у нас получается Армения, Малайзия, Монголия, Казахстан, боже, Таджикистан, Узбекистан с конца, да, там все. Да, ну, справедливости ради, если вот будет сохраняться такая история, то для меня, конечно, Малайзия должна быть впереди. Ну вот мне вот как-то Измин больше нравится вокально просто, на мой вкус, да, как бы. Я спокойно, сейчас будет рубрика Girls Power, да, я спокойно отношусь, значит, вот к этим историям, но всегда наблюдаю, что, конечно, мужчина на конкурсе просто потому, что он мужчина, чаще всего вот собирает больше оваций. Потому что кто зритель, как говорится, да, кто смотрит эту программу? Think about it, как говорится. Вот, поэтому, ну, вот из того, что мы имеем, объективно была бы Малайзия сильно. Ну, Саро тоже хорошо, если первое место возьмет, конечно, да. Но это будет опять моя 10-я история о том, что мужчины выигрывают конкурсы. Вот девчонкам, я не знаю, что там надо творить, просто какими быть, просто там, я не знаю, виртуозками, понимаете, что вот какие пируэты творить на сцене, непонятно что. Потому что мужчин, поющих в целом, меньше. Поющих девушек очень много. Да, вот мужчины не всякие. Даже если он умеет петь, он не всегда выберет судьбу артиста, например, да, вокалиста. Ну, некоторые могут постесняться с прекрасными, да, у меня есть куча кейсов ребят, которые очень поющие, очень классные, которые бы там просто заворачивали бы, я извиняюсь, вообще там, многих звезд. Ну, просто он понимает, что, как бы, ну, быть артистом — это добрый вечер. Вот. Поэтому, если у него там вот, короче, ну, как правило, они стесняются там лишний раз, да, что-то кто-то, я певец, понимаешь? Ну, то есть вот для мужчин это может быть такой вот момент, не всегда как бы такой вот, так скажем, приятно, потому что, конечно, быть артистом — это что? Ну, это все. Деньги зарабатываются как? Вот в ресторанах поешь, корпоративы, штуки, там вот это вот все, такая вот жизнь, понимаете? И это вот не про заработок, не про то, чтобы прям там с уверенностью в будущем своем строить семью. Конечно, ты пойдешь в там, не знаю, в нефтянку или просто там какой-то более прогнозируемый бизнес, то там ты заработаешь деньги, там и будет как бы достаток и все остальное. А, конечно, быть артистом — это, ну, блин, это всегда вот, понимаете, в большей степени это всегда впроголодь практически. Ну, простите, так, конечно, говорить нельзя, но вот ты должен тогда свадьбы работать, корпораты, вот в ресторанах, вот такая вот история, тогда ты будешь зарабатывать бабки. А так, ну, как бы, фиг знает. И девчонкам надо быть непонятно какими техничными. То есть вот Малайзия у нас более техничнее, интереснее тембрально. Понимаете? А Саро, конечно, красавчик, харизматичный, самоуверенный в себе, полноценный абсолютно вокалист. Поэтому, ну, как бы, говорить о том, что, типа, что-то будет несправедливо, ну, как бы нет. Нет, такого не будет. Они же все поющие. Просто условия, в которые были поставлены некоторые артисты, приводят к тому, что вот они у нас находятся внизу турнирной сетки по каким-то непонятным для меня причинам. Почему Мадина находится в хвосте? Для меня большой вопрос. Просто огромный. Да? Сразу видно, над кем работают, что, как, куда. Ой, мне иногда кажется, что я трачу время просто впустую, если честно. Просто вот за ребят уже интереснее посмотреть, как там, что, кто, и ладно. Ну, вот они, наши будущие два финалиста, да, как бы. Опять же, что там голосование покажет, ну, там главное, чтобы накруток не было, ботов, вот этой всей истории. То есть там даже еще посмотрю, там же, наверное, можно без регистрации, да. То есть не надо будет регистрироваться на сайте, чтобы голос поставить, да. Ну, вот это технические моментики, понимаете, это вот очень такая обтекаемая история. Ладно, короче, все, хватит с меня. Башка разболела 10-й раз, я как могла. Нарядилась, конечно, но опять 25.
Ну вот как вы думаете, вот такой вот философский вопрос. Вот у меня, как у продюсера, к вам вопрос. Вот насколько вы этот конкурс считаете ну, то есть международным в том смысле, что, конечно, да, он международный, потому что там разные страны участвуют и все остальное. Но вот уровень международности поддерживает ли этот конкурс? Вот именно уровень. Когда вот говорят международный конкурс. Кажется, как будто это опять местные какие-то вот разборки местами. Вот. Ребята тут, конечно, ни при чем, артисты, все понятно. Но вот жюри, если честно, они вот этим своим судейством, они портят просто картинку. Вот местами прям объективно очень видно. Это не объективно, короче. Вот эти шестерки, которые выскакивают, восьмерки, они рейтинги могут попортить таким образом самому шоу. Потому что я, например, к этому, ну, как бы четенько отношусь. То есть это должно быть спортивно, понимаете, это же конкурс. У меня, например, в киберспорте, когда мы что-то делаем, ну, бывают, конечно, заказные матчи там, некоторые ребята их делают, я знаю. Но вот мы этой истории вообще никак. Вот мы чисто за спорт топили. У нас была такая возможность, опять же, да, то есть разные ситуации бывают, да, финансирование, штуки, нам это все понятно, да. Но в целом это было спортивно. И у нас там такая сетка соревновательная, сложная, в которой, ну, невозможно, чтобы было просто вот что-то там 3-2-2, понимаете? Ну, 3-2-2 это называется, когда как раз карта куплена, и типа и все. Вот надо с жюри что-то делать, если честно. То есть так-то по организации конкурс норм. Концепция прописана хорошо. Вот ребята, которые играют, да, вообще супер, классные. Аранжировки прям норм. Понимаете, идеи хорошие. Так-то все нормально. Но вот эти перипетии жюри, это, знаете, это вот не то, что хочется обсуждать, у меня же начинает болеть голова, это не то, что хочется обсуждать, то есть, конечно, да, нужны там упоминания, нужно, чтобы обсуждали, нужно, чтобы сидела вот такая вот девочка какая-нибудь, как я, просто со своим этим мнением, значит, просто субъективным абсолютно сидела и что-то рассказывала, да, но это должно зарабатываться не таким способом, если вы заявляете себя как международный конкурс. Ну, так нельзя делать, ну, это вообще некрасиво, это фу, ну, это прям фу. О каких серьезных намерениях можно вот... Ну, я начинаю смотреть просто уже давно, как на какой-то локальный конкурс, какие-то локальные разборки, вообще ни отношения никакого не имеющего к конкурсу. Мне вот, я смотрю, потому что мне интересно ребят послушать, ну, как бы вам лишний раз что-то может интересно почерпнуть и рассказать, как, почему, что, почему такие оценки, да, ну, вот... Если бы я могла апеллировать к тому, объяснять, почему, вот, например, этот номер был удачным, почему неудачным, за что могут поставить низкую оценку, то здесь моего мнения в этом смысле даже не нужно, потому что мы по определению знаем, что вот этому участнику за этот номер вот эта страна может поставить такую оценку и не выше, и выше уже не будет, понимаете? И для этого даже не нужно никаких рассуждений. Это просто объективизация вообще выступлений некоторых участников. Это просто, ну... Детский сад реально какой-то. Просто детский сад. Все, короче, я уже съела полпачки конфет, блин. Ладно, все, целую крепко ваша репка. Мы досмотрим уже, да, так понимаю, финал остался. Доделаю дело. Вот, вы знаете, начать читать книгу, не мочь ее бросить. Вот дочитывать до конца и мучить ее. Это про меня. Мне, чтобы уже заняться чем-нибудь еще, что-нибудь интересное посмотреть. Просто за ребят как-то. Ну, мне там понравились, правда, ребята. И вот ты, как участник, тоже должен в этом вариться. Хорошо, что я в этом во всем не участвую. Мне этот стресс вообще не нужен. У меня очень проблемы большие с правдолюбием, с чистоплюйством. Я, конечно, в моменте могу загореться, просто как свеча. Я бы там, знаете, как Лазарев на «Ну-ка все вместе» просто прыгала бы вниз через эти башни. Кому да оценки какие.
сказали бы, ну, психованная, какая-то нервная дурочка с Ютуба. Так бы было, 100%. Я даже не стесняюсь этого. Я бы там просто, а вы что, все тут охренели? Это тут была бы я. Если бы позвали, я бы уже, конечно, наверное, не молчала там, мне кажется. Ой, какая-то вообще, какая-то мышиная возня. Я так это все вообще не люблю, блин, как это все по-дурацки получается. Ладно, все. Вышло опять 2 часа, слой крепкого шерепка, человек-сосед успокоился, подпортил мне немножко карьеру. Ну ладно, пишите, что думаете по этому поводу. За кого будете голосовать? Что думаете по поводу голосования и системы голосования? Насколько вам это ок? Какие видите подводные камни? Вот. Ну все, как-то так. Ладно, все, давайте. Пойду таблетку от головы пить. Башка заболела. Не могу. Очень впечатлительная. Все, пока.